20 лет вы смотрели на экран, на детей, на их страхи, первые шаги, победы на соревнованиях. И бесконечные домашние задания, да. Вот именно. Вы точно знали, какими будете завтра, потому что этот экран, он бесперебойно показывал вам вашу жизнь и вашу значимость. А потом этот экран внезапно погас. Дети выросли, собрали чемоданы и уехали строить свою жизнь. И самое жуткое в этой внезапно опустевшей квартире — это даже не звенящая тишина. Самое страшное в том, что вам больше не на кого проецировать свою собственную нереализованную жизнь. Добро пожаловать на нашу дискуссию. Сегодня мы смотрим на эту пустую комнату, на так называемый синдром опустевшего гнезда, и задаем, пожалуй, главный вопрос. Уход детей — это трагическая потеря семьи или начало самой опасной, но бесконечно важной встречи с самим собой? Но опасно — это мягко сказано. Я глубоко убеждена, что это необходимая инициация. Это не конец. Это долгожданное освобождение пространства для вашего подлинного «я», которое долгие годы ждало своего часа. Слушайте, а я призываю снять эти идеалистические розовые очки. Я смотрю на это иначе. Для большинства людей это жестокий, просто ломающий психику кризис. Он безжалостно вскрывает все то, что вы в себе подавляли, и разрушает очень удобную иллюзию священного родительского долга. Но ведь... Я бы на месте тех, кто сейчас слушает нас в пустом доме, не спешил радоваться так называемой свободе. Вы думаете, что остались одни? Нет. Вы остались один на один со своей тенью. И с этим справится далеко не каждый. Подписчик, слушатель. Если вы сейчас переживаете этот момент, если вы чувствуете, как земля уходит из-под ног от того, что в вас больше не нуждаются так, как раньше, оставайтесь с нами. Мы детально разберемся, почему то, что мы все привыкли называть абсолютной любовью, могло быть отчасти очень талантливым побегом от самих себя. Карл Юнг, чьи идеи мы сегодня будем много обсуждать, считал, что человеческая жизнь четко делится на две принципиально разные половины. И вся первая половина, по сути, уходит на создание красивого, социально одобряемого фасада. Да. Вы тратите десятилетия на то, чтобы выстроить структуру, в которой вам безопасно. Вы учитесь быть полезным, правильным, функциональным членом общества и, конечно ли, семьи. Именно так. И Юнг называл этот фасад персоной. Чтобы было понятно, персона — это ваша социальная роль, ваша маска. Это то, как вы презентуете себя миру, чтобы выжить и преуспеть. И роль идеальной матери или роль надежного отца-добытчика — это одни из самых мощных персон, которые только может примерить человек. Безусловно. Проблема в том, что эта роль родителя долгие годы невероятно успешно закрывала вашу внутреннюю пустоту. Пока дети дома, вы всегда при деле. Вы чувствуете себя живыми, нужными. Но, как бы больно это ни звучало, это все еще функциональная маска. Я соглашусь с тем, что это маска, но я категорически не согласен с тем, что это исключительно иллюзия. Давайте честно, давайте будем реалистами. Давайте. Вы не можете растить детей, находясь в перманентном экзистенциальном кризисе. Персона — это абсолютно необходимый механизм выживания. Люди искренне верят в эту картинку, потому что она дает им понятный алгоритм действий. Вы просыпаетесь, готовите завтрак, везете ребенка в школу, идете на работу. Алгоритм, да. У вас просто нет времени задаваться вопросом «кто я?», и в этом кроется огромное психологическое облегчение. Вы тоже так думаете, что забота была исключительно самопожертвованием? Нет, она была вашей безопасной гаванью. Это очень интересный ракурс, но я все же хочу понять механизм этой боли. Понимаете, если родители успешно выполнили свою задачу, вырастили самостоятельного человека, который смог улететь из гнезда, почему успешное завершение этого 20-летнего проекта вызывает такую невероятную боль? Мы же должны праздновать победу. Уход детей — это просто момент, когда в кинотеатре выключают проектор. Иллюзия спадает. И появляется шанс, наконец, услышать свое собственное дыхание. Почему это так травмирует? Потому что вместе с проектором исчезает и сам смысл вашего существования в том виде, в каком вы его знали. Эта безопасная гавань, о которой я говорил, незаметно для всех превратилась в тюрьму. В тюрьму. Тюрьму, дверь которой всегда была открыта.
но люди сами панически боялись из нее выходить. Гиперопека, которую в обществе принято называть священным долгом, часто маскирует животный страх встретиться со своей собственной нереализованностью. Фраза «я всю жизнь отдал детям» на практике чаще всего означает «я совершенно не знаю, как жить ради себя». То есть, подождите, вы хотите сказать, что люди осознанно прячутся от собственных амбиций и нереализованных талантов за заботой о других? Это звучит как суровый приговор миллионам семей. Я бы не назвал это осознанным выбором. Это бессознательный процесс. Но общество ведь действительно поощряет такое поведение. Если вы отказываетесь от карьеры ради ребенка, вас называют героем. Никто не говорит вам, что однажды этот долг будет выплачен. Дети вырастут, а та пустота, от которой вы убегали, никуда не исчезнет. Она будет ждать вас на кухне каждое утро. Именно. И она ждет. Давайте приземлим эту абстрактную пустоту и честно посмотрим на то, как работают наши психологические проекции. Это невероятно точный и, часто безжалостный механизм. Родители ведь не просто воспитывают детей. А что они делают? Они бессознательно лепят из них то, чем не рискнули стать сами. Они передают им на аутсорс свою собственную личность. Вы имеете в виду юнгианскую концепцию проекции своих непрожитых жизней на следующее поколение. Это когда мы переносим на ребенка те качества, которые подавили в себе. Да. Например, сын становится для отца символом его непрожитой силы. Тем самым успешным пробивным человеком, которым отец всегда хотел быть, но побоялся рискнуть. Точно. А дочь становится для матери воплощением ее непрожитой свободы и красоты. Тем, что мать задвинула на задний план ради стабильности, но с огромным восторгом увидела в своем ребенке. Совершенно верно. И что происходит дальше? Когда дети вырастают и уезжают, они буквально увозят эту силу и эту свободу с собой, в другой город. Они забирают с собой ту часть вашей личности, которую вы в них поместили. И вы остаетесь ни с чем. Да. Вы сидите в пустой комнате и чувствуете абсолютную, просто раздавливающую ненужность. Вы тоскуете по прошлому не потому, что так уж сильно скучаете по взрослым детям, у которых теперь своя жизнь. Вы тоскуете по своему золотому веку, где ваша роль была кристально понятной, и где ваши проекции ходили рядом с вами. Вот здесь я не могу с вами согласиться, потому что в этом кроется главная ошибка восприятия. Дети ничего не увозят. Это лишь иллюзия потери. Вы теряете не свою силу или свободу, вы теряете объект, на который вы их проецировали. Звучит красиво, но... Нет, послушайте. И именно сейчас, когда этот экран убрали, пришло время забрать эти качества обратно себе. Признать, что та смелость, которой вы восхищались в дочери, или та целеустремленность, которую вы пестовали в сыне, это ваши собственные качества. Звучит очень поэтично. И воодушевляюще в теории. Заберите свои качества себе. Но на практике люди не умеют быть нужными самим себе. Это навык, который можно развить. Это не просто отсутствие навыка. Это железобетонный фундамент проблемы. Легко сказать «найди себя». Но когда вы 20 лет обслуживали интересы других людей, ваш навык слышать собственные желания атрофировался. И вместо того, чтобы искать себя, люди начинают искать виноватых. И угадайте, кто становится первой мишенью. Супруг. Именно. Слушатель, статистика разводов среди пар, чьи дети только что покинули дом, действительно пугающая. Возникает так называемый серый развод. И в игру вступает то, что Юнг называл тенью. Да. Тень — это все то, что вы в себе подавили. Все запретные желания, злость, накопившиеся обиды, здоровый эгоизм — все то, что вы аккуратно прятали под маской хорошего родителя. Потому что маска больше не нужна. Дети были вашим функциональным мостом. Представьте себе пару, которая годами не разговаривала ни о чем, кроме оценок, ипотек, кружков и детских болезней. Они убеждали себя, что у них крепкая семья, потому что проект «вырастить ребенка» работал безупречно. Но дети маскировали тот факт, что эти двое давно перестали развиваться как личности. Мост исчез. И вдруг вы сидите за ужином, смотрите на человека напротив и с ужасом понимаете, что перед вами сидит абсолютно чужой человек, и он вас невыносимо раздражает.
Но я все равно пытаюсь понять механику этого раздражения. Почему не сейчас? Ведь если люди прошли вместе через столько испытаний, у них должна быть огромная база общих воспоминаний, поддержки. Почему внезапно брошенная на столе чашка или не так сказанное слово вызывают ядерный взрыв в отношениях, хотя раньше на это просто не обращали внимания? Да потому что это ссора не из-за чашки. Это та самая тень вырывается наружу. 20 лет вы задвигали свои потребности, вы не спали ночами, отказывались от карьерных предложений, экономили на своих увлечениях. И пока дети были дома, эта жертва казалась оправданной. А теперь нет. Теперь детей нет, и все это накопленное разочарование бьет по партнеру. Вы проецируете свою тень на него. Гораздо проще кричать на мужа или жену за бытовые мелочи, чем признать страшную правду «моя жизнь пуста, и я сам в этом виноват, потому что забыл о себе». Но ведь этот кризис — это не повод разрушать брак до основания. Да, мост рухнул, да, иллюзии рассеялись. Но это же уникальный повод наконец-то познакомиться по-настоящему и с вашим партнером, и, что гораздо важнее, с самим собой. Но это сложный процесс. Чтобы понять, как пережить эту внутреннюю бурю, давайте заглянем внутрь психики. Юнг описывал эту борьбу через метафору внутреннего диалога между эмоциями и логикой, между женской и мужской частью нашей психики, анимой и анимусом. Это очень точная модель для описания того хаоса, который творится в голове человека в пустом доме. Только давайте расшифруем ее простыми словами, чтобы это не звучало как лекция по психоанализу. Согласна. Анима — это чувствующая сторона нашей психики. Она отвечает за привязанность, за эмоциональные связи, за тепло. И в данном случае за острую боль потери. А анимус — это голос структурный, оценивающий, порой пугающий холодной логики внутри нас. И сейчас эти две силы вступают в жесточайший конфликт. Представьте, как это ощущается изнутри. Вы заходите в бывшую детскую комнату, видите пустой стол, идеально заправленную кровать, и ваша чувствующая часть, ваша анима, буквально плачет от горя. Она говорит: «Мне невыносимо больно. Дом опустел, я потеряла связь с самым дорогим, что у меня было. Я больше не понимаю, в чем смысл моего пробуждения по утрам, если мне не о ком заботиться». И это абсолютно искренняя, реальная боль, которую нужно прожить. Но тут включается логическая часть анимус. Хватит обманывать себя. Ты не потеряла связь с детьми. Они живы, здоровы и могут звонить тебе по выходным. Ты потеряла свою спасительную роль. Ты впервые за 20 лет осталась без своей маски, без своей персоны. И тебе страшно именно от этого. Это действительно звучит как пощечина, но это отрезвляющая пощечина. Она необходима, чтобы вывести человека из ступора. Эмоциональная часть в панике отвечает: «Но я не знаю, кто я без этой роли матери или отца». На что логика парирует: «Вот именно. И это есть самое начало твоего пути». И если человек готов по нему идти? Да, опустевшее гнездо — это пространство, где впервые за десятилетия вас не перебивают. Это место, где вы наконец-то можете услышать собственные мысли. Не мысли о том, что приготовить на ужин. И не тревоги о чужих экзаменах. Только ваше собственное. И знаете, что большинство людей испытывает в этот момент? Животный ужас. Страх перед этой пустой комнатой действительно парализует. Вы тоже так думаете, что можно просто сесть, выпить чаю и начать жить для себя? Это непросто. Большинство людей предпочтет запереть эту дверь самопознания на несколько замков и сбежать в любую активность, лишь бы не оставаться в тишине. Да, страх огромен. Но голос логики внутри нас дает главный ключ к спасению. Он подсказывает: страх — это и есть та самая дверь. За этим страхом прячется то, что Юнг называл самостью. Истинная суть. Ваша истинная суть. То, кем вы должны были стать изначально, до того, как общество и обстоятельства навесили на вас множество социальных ролей. Не просто пустота, не просто пустота. Это расчищенная площадка для строительства вашего подлинного «я». Вы снова звучите как идеалист. Расчищенная площадка. Я же, как практик, вижу, как люди ломаются об этот страх. Вторая половина жизни по Юнгу — это не радостное созидание, это разрушение. Но разрушение ради чего? Разрушение всего, что ты с таким трудом строил в первой половине. Опустевшее гнездо — это самая жесткая психологическая инициация, которую только проходит современный человек. Это больно. Это разрушает браки. Это приводит к депрессиям. Я не отрицаю боль.
Я лишь говорю о ее смысле. Первая половина жизни — это построение роли для выживания. Вторая половина — это разрушение этой роли ради встречи с самостью. Да, это кризис, но именно в этот момент, пройдя через боль потери и иллюзий, человек впервые получает полное легитимное право стать собой. Я бы на вашем месте задумался, каковы реальные ставки в этой игре. Что будет, если человек испугается и откажется идти в эту пустоту? Какова цена бездействия? Если вы не пройдете эту инициацию честно, вы рискуете превратиться в живое привидение в собственном доме. Вы навсегда застрянете в призрачном мире прошлого. И последствия этого будут разрушительными не только для вас, но и для ваших детей, верно? Абсолютно. Вы будете бесконечно блуждать по квартире, протирать пыль на полках в пустой детской. Будете перебирать старые вещи и ждать, что дети заполнят вашу внутреннюю пустоту звонками. Вы начнете душить их своей заботой даже на расстоянии сотен километров. Да, это классический сценарий. Вы станете тем самым токсичным родителем, который обижается, что ему редко звонят, который манипулирует чувством вины или внезапными болезнями, лишь бы вернуть фокус внимания на себя. И все это делается только ради одного. Чтобы искусственно продлить жизнь своей персоне. Чтобы любой ценой не признавать, что спектакль окончен и зрители разошлись. Вы цепляетесь за роль опекуна, потому что боитесь встретиться с тем, кем вы являетесь без нее. Именно так. И вам всем, кто нас сейчас слушает, придется усвоить одну невероятно сложную, но освобождающую истину. Ваш новый смысл жизни больше никак не связан с вашими детьми. Он не связан с семьей в том прежнем понимании, к которому вы привыкли за эти 20 лет. Это важно. Он вообще не имеет никакого отношения к вашей роли родителя или опекуна. Новый смысл связан исключительно с тем, кем вы сами должны были стать. Услышьте это, если сейчас вам кажется, что жизнь закончена. Опустевшее гнездо — это не потеря. Это грандиозное, беспрецедентное освобождение пространства вашей жизни. Да, это пустая комната, но пустая комната — это чистый холст. Это место, где вы больше не должны никем притворяться. Но это освобождение потребует от вас невероятного мужества. Мужество признать, что вы годами, возможно, десятилетиями прятались за заботой о близких. Это самый болезненный краш-тест вашей личности за всю жизнь. И, к сожалению или к счастью, здесь не будет готовых ответов в конце учебника. Никто не скажет вам, как правильно жить вашу собственную жизнь. Наша сегодняшняя дискуссия подходит к концу, но ваша внутренняя работа только начинается. Мы обсудили две стороны этого глубокого кризиса. Мы не пытаемся навязать вам, что кто-то из нас абсолютно прав, а кто-то ошибается. Да, психология — вещь тонкая. Психологическая реальность всегда гораздо сложнее и многограннее любых теорий. Мы лишь подвели вас к этой двери. Открывать ее и шагать в неизвестность или пытаться повесить на нее новые замки, решать предстоит только вам. Но помните одну важную вещь. Прятаться за персоной идеального родителя больше не получится. Экран, на который вы проецировали свои смыслы, унесли. Кино закончилось. Пора выходить из зрительного зала на улицу. Вы, слушатель. В завершение я хочу попросить вас сделать одну вещь. Сделайте это не для нас, а для себя. Сядьте в тишине и ответьте сами себе предельно честно. Какой один талант, какую свою глубокую мечту или страсть вы положили на алтарь ради воспитания детей? Что именно вы заперли в темном чулане своей души, чтобы быть правильным и хорошим? Какую часть себя вы принесли в жертву стабильности? Пришло время открыть этот чулан. Пришло время достать это из тени и забрать себе. Если у вас, конечно, хватит на это смелости после стольких лет молчания. Следующий выпуск — «Тень и самость». Как найти свой истинный смысл. Скоро на канале. До встречи. Звучит логично. Но в конечном итоге вы все равно будете делать все по-своему, когда окажетесь один на один с реальностью. И это нормально.